Всем привет, друзья! С вами Арлекино, и вы на канале Гайды по играм FunPlus. Меня зовут Влад. На своем канале я снимаю различные ролики по игре Storm Shot, обучающие ролики, которые помогают новым игрокам играть. В последнее время было мало роликов, и выходили ролики совершенно не для новых игроков. Ну, они там в общей степени там по новым событиям и так далее появлялись. Вот. А исключительно в основном мы как учим играть молодежь, которая приходит в эту игру, чтобы она эту игру не бросала, а получала удовольствие, кайфовала и так далее. И сегодняшний ролик будет про то, как на старте игры не допустить прям очень важные ошибки, которых вы потом будете немножко сожалеть. Или там захотите уйти заново начать там и все в этом роде. То есть давайте вот об этом поговорим с вами. У меня новый замок, мне просто в своем старом королевстве скучно. У меня не хватает маркизов до 36-го. Это, в принципе, моя была ошибка, и ну я просто еще не делал большой упор на все это. И я начал играть в 277-м королевстве. Я немножко под другим ником, под другой аватаркой с интернета. Смотрите, королевство получается пятый день сегодня идет подряд, то есть 5 дней онлайн. Я начал в первый день королевства, когда оно появилось вечером, зашел в него. У нас 18-я цитадель строится на 19-й. И давайте смотреть прям вот самую первую ошибку, которую вы можете совершить. Играя вы с донатом, с умеренным, или играя вообще без доната, вам потребуется обязательно ферма. Зачем? Моя ферма находится в другом альянсе, я уже создал, пока 12 уровень, ну суть не в этом. С фермы мы можем передать игрокам свитки. Смотрите, профиль, почта, да, и вот эти вот свиточки мы каждый день должны передавать с фермы. По 7500 выходит, то есть по свиткам вы, если будете так делать, передавать друг другу, ну, с фермы себе на основу, вы 100% будете в топе, чем 80% игроков других. Как создавать замок правильно, я уже снимал много видеороликов, они есть на канале с наградами, чтобы сразу ставить 15-ю цитадель в первый же день и там и выше. Это все есть на канале. То есть после свитков вы также можете кидать ускоры, но это очень маленькое количество. Я еще накидывал по 15 штук вот этих вот связующей сферы, чтобы быстрее открыть конго. То есть на ферме вы развиваете ее, проходите конго, вам там даются вот эти вот сферы. Эти сферы вы можете как раз кидать себе на основной замок. Ну, в первую очередь, это, конечно же, свитки. Свитки и вот эти вот эфирный хрусталь. То есть 30 штук в день вы себе можете запулить на основной аккаунт. Ну и любой другой материал. Ресурсы лучше таким методом не передавать, лучше взять ее ферму и ограбить. Это вот первую ошибку, которую вы можете допустить. Смотрите, вторая важнейшая ошибка, которую допускают молодые игроки, и вообще вам нужно выполнять вот эти вот небесная сфера. Это прям вот вообще ваш первоначальный рост. Во-первых, вы получаете свитки, вы получаете бутылки, вы получаете ускорения, различные ускорения там на исследование, на тренировку. Плюс у вас в новом королевстве, когда вы стартанули, очень сильно быстро копится армия, если вы выполняете вот эти вот задания все. Они по факту у вас будут занимать огромное количество энергии тратить, но в начале, когда ничего нету, вам эту энергию просто девать некуда. Поэтому обязательно нужно выполнять небесную сферу. То есть вот видите, у меня уровень 10 уже, то есть 5-й день, 10 уровень, сегодня на 11 шагну, то есть вот эти вот задания выполнить, через 4 часа обновиться.
Следующее. Много игроков, даже старых, не заходит в древние гробницы. Вот это вот существо, оно его не качает, не развивает, вообще ничего не делает с ним. На самом деле, как бы оно дает, смотрите, параметры. Вот, плюс 2, плюс 1. Это вот основные, да, как за то, что вы проходите уровень. Также есть у существа параметры, которые даются, вот нажатие на существо, навыки, и вот они, видите, освоено. Атака войск дальнего боя плюс 5%. Есть, тут в основном идут на существо параметры, но боевые тоже есть. Вот видите, дальше пойдет. Видите, атака кавалерии плюс 25, здоровье кавалерии плюс 25, оборона кавалерии плюс 25, и там еще дальше еще будет. То есть вот урон войск дальнего боя против пехоты повышается. И там еще просто не все открыто, ниже еще будет. Давайте я на основном аккаунте покажу. Зайдем в существо. Нажимаем существо, наши навыки. И смотрите, сколько тут открывается всего. Здоровье войск дальнего боя плюс 55. Ну, до сюда мы пока еще не дошли. Дальше я вам тоже показать не могу. То есть боевые навыки, они тоже присутствуют. Поэтому надо существо ваше хотя бы хоть как-то, ну, качать. Про него забывать нельзя. Это вот третью ошибку, которую вы можете допустить на старте. Все очень просто. Гайды по существу есть. Если они нужны, я могу обновить. То есть обновить. Следующая важнейшая ошибка — это невыполнение путь путешественника. Сейчас его поменяли. Выполнить его, ну вот соточку тут набрать должен каждый обязательно, просто желательно больше. То есть тут, во-первых, идет на сокровища. Раньше 4-й день был как раз к существу относился, но сейчас, видите, это убрали. Тут атакуйте предводителей нежити, силы дирижабля и снаряжение героев. Убрали существо, добавили снаряжение героев, которое, ну, вначале просто нереально получить. Тут 6 шмоток надо набрать. Это я не знаю, что нужно делать, чтобы нафармить себе на 6 шмоток. Дается же бесплатных всего 2. Вот тут вот. То есть раз шмотка с материалами, 2 шмотка с материалами. Вот. Дальше что? Четвертая ошибка, которую могут допустить новые игроки. Это вы не качаете кузницу. Или качаете ее в последний момент. Смотрите. Каждое повышение уровня кузницы снижает потребление стали. Чем выше, если кузница в уровень замка будет, это будет вообще отлично. Даже сейчас, давайте я вам покажу. Не сюда нажал, да. Вот тут вот снаряжение героев. Я создавал шмот до улучшения кузницы. Смотрите, запоминайте, 25 тысяч и 18. Переходим оружейное, нажимаем разобрать, топор плюс 3, да, разобрать, разобрали, все. Кузница, усилить, усилить, усилить. Смотрите, уже больше. Если я каждую шмотку так сделаю, у меня стали еще больше будет. Поэтому кузницу обязательно нужно гнать в уровень основного замка и переразбирать шмот периодически и создавать заново, чтобы сталь, вот этот излишек, который вы потратили на низком уровне кузницы, возвращался. Следующая ошибка, которую вы можете тоже совершить, это не охотиться за сокровищами. Это никакое такое не тяжелое задание, вы просто нажимаете автоступление, каждый день сюда заходите и потом собираете. Это очень важно делать, потому что ваши самоцветы качаются, и они как раз дают урон. Уроны войск, ну, хорошие параметры на самом деле дают самоцветы. То есть потом вы, когда достигаете вот таким вот образом, улучшает самоцветы, вставляете новые и еще раз вставляете. Вот. Мы получаем плюс 4 параметра вот таких вот. Ну, вот
Вот видите. С помощью этой штуки это все качается быстрее. Следующая, прям важнейшая ошибка, которую совершают, могут совершить новые игроки, это такую ошибку я тоже совершал. Вот эти вот сундуки вообще не тратьте. Они вам не нужны. Они падают с конга, 20 штук, 20 маркизов падают с конга. Вот за прохождение конга всех заданий. Ну, тут уже их просто нету. Вот это вот. Тут у вас будут задания. Вы их лучше копите, оставляете, потому что 35-й сейчас поставить легко. Сейчас начнутся дальше в королевстве кони. Вы будете ходить, быстро расти. 31, 32, 33. 34, 35, и потом вы упретесь в 36 уровень, и у вас не будет знаков. В обменнике, сейчас я перейду на основной замок, покажу вам, у вас будет вот такой вот обменник. Лавка сокровищ, она появляется, получается, один раз в 2, по-моему, 2 недели, если я не ошибаюсь. Идет она 8 или сколько-то дней, не помню точно, не могу вам подсказать 100%, никогда не замечал. Один раз или в 2 или в 3 недели появляется. Вы тут можете выменять 100 маркизов. Это вам нужно обменять 500 аристократов, вы получите 100 маркизов. Прикиньте, сколько вам придется сидеть потом ждать, ничего не делать, когда у вас не будет маркизов. Поэтому, если у вас будет оставаться излишек, я вообще вот планирую на этом замке, на новом, изначально стараться обменивать, то есть аристократы на маркизы, чтобы потом, когда, знаете, вот это вот там в рейтинге зайти, лидеры, да, вот тут вот личная сила, уровень цитадели, да, вот уровень цитадели. Сейчас быстренько многие, видите, 21 уровень, ранг, вырастут 30, поставят 35, некоторые дальше пойдут, кто очень много донатит, 36, дальше 37 и так далее. В большей степени это иностранцы бывают. Но многие зависнут, во-первых, на 30 уровне, прям вот отсеется сразу такое большое количество. Те люди, которые копили аристократа, они пойдут дальше достаточно быстро. Вот. Но когда они дойдут до 35, они тоже там часть огромная отсеется по маркизам. Если вы это тратить не будете, вы сможете перешагнуть данных людей, даже если они там по мелочи вкидывали. То есть, поэтому я буду играть, я буду показывать этот рост этого замка. Сегодня 5-й день, 19-я цитадель. Пока все идет успешно, растем, развиваемся. Сейчас быстрая цель 22, все казармы на 22 закинуть, чтобы Т8 открыть хотя бы. А дальше нам понадобится очень много ускорений. Ускорения падают с коней, достаточно много. И плюс тут сейчас появится в новых королевствах события, где даются и фиолетовые шмотки, и свиток с героями на выбор. Я это все буду показывать и все буду рассказывать. Если ролик был полезный и у вас какие-то вопросы есть, обязательно пишите комментарии, ваши вопросы задавайте. Может быть, я сниму, может быть, отдельный ролик по вашему вопросу, чтобы... смотрите, еще важный момент, русалка, да? Многие качают сразу первую русалку. Где тут на нее нажать? Вот это вот. И вбухивают все ракушечки, полученные в нее, пока открывается вторая. Мой совет вам этого не делать, потому что вторая русалка открывается не так уж и долго, но она экономит энергию. И поэтому вам вот эти вот задания обязательно нужно побыстрее проходить, открывать вашу русалку вторую и в первую очередь прокачивать ее, потому что она экономит энергию.
Энергию мы берем из синих сундуков. Синие сундуки больше ни на что не тратьте. Вот 400 штук. Это с Конго. Падает с Конго 40 сундуков за полное прохождение. Вот. Дальше будет событие выгодное потребление. Выглядит оно вот так. Выгодное потребление. Тут тратим ускорение. Получаем сундучки. И она чередуется. Следующее событие будет нужно будет тратить ресурсы, и мы будем получать ускорение и сундучки. Вот так вот это работает. Ну, еще будет больше видео именно про подробное развитие замка, чтобы каждый игрок, он не совершал ошибок, а посмотрел ролик, просто действовал правильно и правильно развивался. Всем спасибо за внимание, всем пока.